Здравствуйте, здесь же я, Алексей Осин. Все не буду Добрый вечер. перечислять, мы уже заговорились. А я потом как-то расскажу, почему у меня травма такая на вот это вот перечисление. Напомните хорошо. мне в следующий раз. Мы сегодня не успеем просто. Он зашел в овальный кабинет. Да. И поприветствовал его Трамп, значит, сжатым кулаком, а Страмера большим пальцем. Вот сейчас все смотрят, как, значит, эта вот встреча пройдет. Не ударит ли Трамп его сразу какой-нибудь майкой желтого мокрого цвета по щекам его? Мы прям перед эфиром просто договорились сразу эту горячую тему обсудить. То, что, значит, этот хрипатый микрофюрер приехал к Трампу, видимо, сдавать полностью все недра Украины. Я вспомнил, как это называется. Вот две передачи не мог вспомнить. Оказывается, это соглашение о разделе продукции. Когда вот приходит белый человек к каким-то туземцам и говорит, вот у вас тут закопаны кем-то минералы, я умею их добывать, значит, от тебя ничего не требуется, вот, я тебе просто часть буду давать, и даже вот какую решу, такую буду давать. А тут еще все гораздо интереснее, потому что они сначала все заберут себе, то, что они считают своим. США имею в виду, и Украину просто вот, на мой взгляд, просто вот это ужасно. Борис Джонсон сказал, что, ребята, это грабеж, но надо соглашаться, делать нечего. И в связи с этим вспомнил, что у нас тоже такие были проекты. Сахалин-1 точно вот был, это с разделом продукции, что-то еще на севере по газу. Действительно, у нас не было технологий, заходили американцы, British Petroleum с такими... по-моему, потихонечку мы вот от этих, я точно не знаю, по-моему, избавились от этих проектов, от всех. И опять же, в связи с этим я вспомнил те времена и читал в журнале «Эксперт», по-моему, из этой вот деловой какой-то прессы, просто перевод статьи Мадлен Олбрайт, где она рассуждала, а сколько вообще нужно вот людей, живущих на территории России, и обосновывала, что, 60-80 миллионов вообще просто хватит. Там мало ли, что это огромная самая страна в мире. 60-80 миллионов хватит, это значит, кто трубу обслуживает, кто там что-то там, значит, приносит, уносит, доставляет. Какие-то в городах там университеты еще у них остались, они там выпускники, которые к нам потом уедут. То есть вот прям не стесняюсь, что мы это можем прочитать и обсудить. И та же участь сейчас ждет Украину, на мой взгляд, если у них продажная верхушка, а другой там не предвидится. Там, видимо, надо сначала, чтобы был какой-то там нацистский переворот, чтобы потом было, вот эти качели, реакция одно на другое, и какой-то честный украинец, взялся бы. Пока это не просматривается. Такое мое мнение. Или генерал-губернатор. Заявления пошли, сейчас зачитаю. Давайте. Как в том фильме «С болью в сердце», зачитываю список. Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт, Россия этого хочет. Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине, чтобы спасти жизни и сэкономить много денег, хотя последнее для него куда менее важно. Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность. Вот это что-то новое. Вообще-то говоря, мы как-то просто на наших глазах США, в общем-то, этот конфликт каким-то образом оно и замутило. И вот сегодня я как раз хотел о Джеффри Саксе, об его речи в Европарламенте поговорить, где он как раз вот этим парламентариям европейским, там не весь парламент сидел, а, не знаю, человек 200, и в основном молодежь такого левого толка парламентская, где Джеффри Сакс и рассказывал о причинах этого конфликта, и вообще, в принципе, он как-то очертил такое вот состояние дел за последние 30 лет. Давайте нашим слушателям немножко напомним, кто такой Джеффри Сакс. Это экономист. Его там журнал Time называл там самым влиятельным экономистом в мире. 10 самых влиятельных экономистов. Там какая-то премия в 100 самых влиятельных людей. Он на короткой ноге со всеми, значит, со всем Давосом, со всеми этими... Салливаном он может позвонить. И работал у нас 4 года в России с 90 по 94 с Горбачевым и с Ельциным. И он был советником вот всех этих реформ, за которые ему огромное неспасибо.
Хотя он там говорит, что я тут ни при чем, но как вот ребята, вот, которые эти реформы устраивали, они просчитали, что такой криминал будет, что вот... Вы же ученые, елы-палы, вы до чего вот... Взяли и страну просто обрушили, многим жизни поломали, и многие не выжили. Ну, бог с ним. Значит, Джеффри Сакс в Европарламенте начал рассказывать о том, что стало причиной этого конфликта, по его мнению. Чуть-чуть назад отмотаю. В сентябре я посмотрел интервью его двухчасовое Такеру Карлсону на английском языке, где он примерно то же самое объяснял, но только начал вообще с Крымской войны, с увлечения англосаксов. Англосаксы увлекались блокировкой России, чтобы вот она из Черного моря не вышла. И это одна из причин Крымской войны. И, если помните, то весь Черноморский флот тогда утопили. И вот он говорит, вот с тех пор, значит, это вот такая увлекуха у нас, у англосаксов. После, значит, крушения Британской империи американцы за это дело взялись. И дальше он рассказывает про крах Советского Союза, про то, что ни на дюйм на восток обещали, и есть там уже документы, нашли, где это и написано. Он это все вот этим парламентариям объясняет, они прям смотрят вот так, просто выпучив глаза. Первый раз вот это вот все слышат. А, собственно, он рассказывает все как есть, где Россию просто на каждом шаге там, ну, не то что обманывали, а как-то говорит, да, кто вам, значит, будет. Ну, пообещали, да, ну, вы же люди второго сорта, вот. Мы можем эти обещания не выполнять. И, естественно, он в этой своей речи остановился на ракетах, которые в Румынии и в Польше стоят, которые 7 минут подлетное время до Москвы, а там чуть ли не хохоча в лицо, я сам помню, это по телевизору смотрел, еще когда телевизор смотрел, что говорили, это на Иран, знаете ли. Да какой на Иран? У них радиус 500 километров. В Румынии ракеты стоят на Иран. Ну, в общем, Джеффри Сакс, будучи американцем и не будучи каким-то, я не знаю, там, ну, такого уровня человек, ну, может кто-то там думать, что он на зарплате у Кремля. Ну, он довольно с такой безупречной аргументацией просто рассказывает европарламентариям, что всю эту поганку закрутили США. К их удивлению, вообще-то. И самое интересное, что он говорил это все в риторике вот этих леваков. То есть он говорил про то, что, по сути, США сейчас это колониальная держава, просто вот как бы и деколонизация, вот это вот там какая-то там общая справедливость, находил отклик. Про Китай он сказал, что почему главный враг Китая и США. Он сказал, это не главный враг, это история успеха. Это вот он, вот прямо я его цитирую. Про Израиль мне показалось интересным. Он просто на дух не выносит Нетаньяху и считает, что вот просто он военный преступник, и то, что он творит на Ближнем Востоке, это будет иметь какие-то последствия ужасающие для всего мира. 7 войн за 5 лет, да? Да. Европе, вот конкретно у него его спросили, значит, из зала, вот нам-то, европейцам, что делать? Он говорит, ну, во-первых, обретите субъектность какую-то, потому что субъектность Европы сейчас – это НАТО. Вот он говорит, самая большая ошибка ваших вот руководителей, то, что мы сейчас путаем Европу и НАТО. А на самом деле НАТО – это блок, в котором главный США. Вот вас сейчас вот в Гренландию придут американцы, и что вы будете делать? Как вы внутри НАТО будете с этим разбираться вообще? Какие есть вот протоколы реагирования на это? Он посоветовал этим европейским парламентариям завести какую-то вот единую внешнюю политику, не как у Каи Каллас, которая там вообще странная очень женщина. Вот. Свою армию посоветовал Европе иметь. И настоятельнейшим образом несколько раз во время своей, там, что-то, час 15 речи, он рекомендовал, ребята, вы поговорите с Россией, вы вот себе напридумывали каких-то, значит, там этих конструкций, где там, значит, это вот зло, которое там прет с Востока. Вы поговорите, говорит, с ними, вы послушайте их. Вот я вам какие-то изложил аргументы, которые вот могут быть, ну, вы и их послушайте.
Зачем Европа просится за стол переговоров с США? Вот он спрашивает этих евродепутатов. Даже свой стол иметь с Да, он Россией. говорит, да вы сами, кто вам мешает? Вот вы, Европа, просто позвоните в Москву и скажите, мы хотим поговорить, просто какие-то темы обсудить. Это не то, что там Украину без Украины, просто есть много вот... Нет, ну, строго говоря, тот же самый Макрон, когда началась СВО, он чуть не каждый день там звонил. По 1,5 часа висел Вот, на телефоне. но это же, просто слепого с глухим называется. Разве нет? Но давайте еще вспомним, что началась где-то какой-то вот такой росток, который уже, росток этого СВО уже показался из земли, вот эти самые парижские переговоры, когда Макрон был, Минские соглашения, реализацию их, там Путин был, Зеленский, и Макрон сказал Зеленскому, что все, что подписали сепаратисты, слушай, говорит, это же, они кто? Вот они нелегитимны. Че ты там, значит, эти Минские соглашения какие-то, значит, пытаешься выполнить, там, с Путиным разговаривать? У тебя просто вот подписан документ теми, кто не имеет права это подписывать. То есть он свернул, в общем-то, науськал Зеленского наколоть с Минскими соглашениями. Это непонятно, что тут не подпись важна, а то, что в руках автомат у людей. И ты попробуй с ними это самое. Не подписывай, что. Да, уже подписали, исполняем. Мало того... Не исполняй, что ты приобретешь. Вторые Минские соглашения были проголосованы ООН, Советом Безопасности единогласно. Так что, бог с ним, это уже действительно... Вот кто они, что они, Европа про себя понять не может. Кто они, единое какое-то там пространство. Вот тот же Джеффри Сакс начал перечислять перед ними мировые центры. Он говорит, США, естественно, Китай, естественно, Россия, Индию я бы, говорит, добавил. А вот где Европа на карте мира, вот что она решает, где ее мнение важно, говорит, нет, ребят, вот вы сидите тут, евродепутаты, а вот такой роли у вас в мире нет. Почему я такое внимание обращаю на речь этого самого знаменитого экономиста? Потому что это очень сильно подорвало то, на чем сидят либералы, демократы. Они просто в каком-то ужасе. Я на несколько каких-то... Это наши или наши. Наши. Вот эти наши. Ухилянты, да? Да, вот ухилянты, которые там вещают стримы, они такие... Почему он так говорит? Зачем он так говорит? Чувак говорит правду, отлично, безупречно аргументируя ее, а у них просто крышу сносит. Им все, картина мира полностью поменялась. Он говорит, может быть, он какие-то факты специально там, значит, так подбирает, чтобы это все. Да никак он не подбирает, он просто абсолютно четко рассказывает узловые моменты, где там и про речь Путина в Мюнхене, и там про 2008 год, где пригласили Украину и Грузию. Продолжая эту историю про то, что, значит, окружить Россию в Черном море, поэтому он и говорит, что для России очень важны были Украина с ее огромным побережьем Черного моря и Грузия. Если бы уже в НАТО вступили и Украина, и Грузия, то все, у России что там остается? Эти там 250 километров побережья, Мурманск, Архангельск. Нет, я про Черное море. Я ехал на машине из Сочи, с Красной Поляны, конечно, там такая укатайка на этом серпантине, там 3 часа едешь, 100 километров просто ушатает тебе. То есть это очень тяжелый рельеф. И этот порт в Новороссийске, к нему есть железнодорожная ветка, но нормальные для такой огромной страны, как Россия, должны быть нормальные глубоководные порты с нормальным, значит, автомобильными какими-то трубопроводами, с железными дорогами. А эти 250 километров побережья, они очень тяжелые для строительства. Там же Туапсинский порт, там же Новороссийский порт. Там, кстати, ужасно. Новороссийск называют столицей ветров. Там постоянно тонут судна, там такие штормы в этой... это огромное судно, я просто его видел сам, Рио, которое вынесло просто на берег. Думаешь, какие это силы природы могут эту огромную нефтеналивную махину выкинуть на берег? Нет, она там стоит, застряла, видимо, навсегда. Может, ее на иголке раскупят. Там еще он процитировал, что, говорит, быть врагом США опасно,
Да, быть другом фатально. Смертельно, да. Ну, да. Если он процитировал кого-то, но фраза хорошая. Меня, знаете, что поразило? Меня поразило, как он это говорил. То есть он говорил, отдумайте, прямо с таким, отдумайтесь, вы что, как же, вот. Да. То есть это было не просто, сидит эксперт. Дмитрию Юрьевичу Пучкову с его вот этим таким вот... прямо вот он так вот вбивал эти слова им в голову. Ребята, прекратите вы эту русофобию, чего вы лаете вот он этим прибалтийским государствам, которые там теперь больше всех боятся, потому что больше всех лаяли. Он говорит, сядьте, поговорите, и русофобию уберите просто. Да, он... Очень убедительная у него речь, с хорошими паузами. Мне бы так научиться говорить. Они говорили, он еще сказал, что они, говорит, ведут себя как дети, сказал я. Да, только детей... жена мне говорит, что ты детей обижаешь, да. В общем, интересно. Жаль, что у нас ее где-то подробно с переводом основных каких-то... И вопросов, кстати, там очень интересные вопросы из зала были. Вот где-то бы вот разобрать. Но я говорю, обратил на это внимание только потому, что это очень подорвало вот нашу либеральную зарубежную общественность, которая просто сидит и прыгает сейчас, потому что там возразить нечего после вот такого человека, его способ... Пытаются его как-то унизить. Кто-то там, я слышал, что да его позвал какой-то кипрский депутат, он что-то там скакал, какие-то вот эти вот инстаграмные там эти... жесты делал, типа, мол, это все несерьезно. Нет, довольно серьезно и, на мой взгляд, очень интересно. Давайте вернемся к встрече. Что там? Есть какие-то новости? Сейчас посмотрим. А пока я хотел бы вспомнить про то, как Трамп встречался с Макроном. Да, там за коленочки друг друга трогали. Трамп сказал, какой прекрасный, значит, французский язык. Я его прям вот слушаю, прям наслаждаюсь. Где-то я вспомнил, шутили так, что вот женщину можно соблазнить, если на французском... говорить телефон ближайшей помойки. Вот почему-то так, что действительно красивый язык. Трамп сказал, что занимает нейтральную позицию в конфликте по Украине, хочет положить ему конец. Да, в общем-то, ничего... все то же самое. Да, надо... где этот... Где редкоземельное все, да. Как-то говорили, у него эпитеты разные у Зеленского. Вот я предложил использовать редкоземельные. Не вот это там просроченное, вот это все. Да. Вот он редкоземельный. Пусть теперь будет. Вот, мне показалось, вот Макрон же придумал теперь термин, называется стратегическая неопределенность. Знаете, да, что это такое? Нет. Вот все, что Трамп говорит, а говорит он сегодня одно, завтра другое. Вы его диктатором называли, я не помню, разве я такое говорил? Вот это вот все Трамп. Макрон говорит, это, знаете, это вот такая тактика, называется стратегическая неопределенность, чтобы, значит, все вот встали вот на цыпочки и внимательно вот как-то на все посмотрели. Пусть будет стратегическая неопределенность, по-моему, просто... Вот, с точки зрения политики, какое-то балабольство. Бог с ним. По крайней мере, Америка-то пошла уже дальше разговоров. Хотя бы посла приняли, там что-то договорились. В Стамбуле там уже посидели 8 часов. Я говорю, мне кажется, там очень большой путь до того, как вот прийти и что-то там по рукам стукнуть, и что-то тоже все заблеяли, что мы теперь редкоземельные элементы, значит, свои сдаем. Вот там совещание Путина в 10 часов вечера. Да нет, ребята, это до этого еще настолько далеко. Это просто вот мяч теперь на их стороне. И, ребят, там еще кучу нужно всего вот утрясти между нами, чтобы просто начать разговор там про Красноярск или Краснодар или Архангельск. Потому что есть санкции, есть всякие там, значит, моменты. А кто, собственно, Северный поток-то вот, например, вот этот кто... Часовня тоже я. Да, просто это был закинут мяч на их сторону, а там посмотрим. Как видим, у нас эта тема не развивается просто. Просто кому-то, опять же, подорвало. И как всегда, да, когда-то все были специалистами по ковиду, по инфекции, по этим потом самым... по Казахстану, если помните, резко стали все. Вот я вот просто весь интернет сейчас по редкоземельным металлам. Их 17. Там есть такие Итрий, Скандий, Европий, еще что-то. Зачем они нужны, мало кто понимает. Я специально старался интересоваться, и оказывается, их добывать дико тяжело, дико грязно. В Китай, который добывает там 90%, он их в какой-то... Во внутренней Монголии
Монголия же шиворот на выворот. То есть все, что вокруг Монголии, то есть с точки зрения... Это внутреннее, да. Кверху мехом, смех смехом, да. А Монголия кверху мехом. Трамп Зеленскому: мы вам дали 350 миллиардов, вы должны быть благодарны. Конечно, он будет на этом настаивать. Мне показалось, что Трамп еще вот одну свою интересную тактику с Макроном провернул. Он при Макроне сказал, что, а вы знаете, основная эта помощь была от США, а вы там что? Макрон говорит, не, вы что? Ну, как минимум там гораздо большую часть Европа на себя взяла. Он специально спровоцировал Макрона, так сказать, чтобы в следующий раз, когда скажет, что все, мы выходим из этого блудника, Европа, сами там с собой разбирайтесь. Им скажут, ну, США это же... Да вот же Макрон сказал, что вы большую часть. Ну, мы со своей маленькой уйдем, вы разберетесь. Президент США подчеркнул, что Украина сейчас в невыгодном положении и не имеет права ничего диктовать по вопросу прекращения конфликта. Это реал-политик, да. Ребята, вот вы все продули, все своровали, все, значит, там... идеологически тоже обосновали. Спор идет на повышенных тонах. У них? Да. То есть... Если бы у вас не было нашего оружия, конфликт закончился бы за 2 недели. Да. Где же Зеленский-то? Ну, ладно. Ну, вот я в Твиттере прочитал, мне понравилась шутка, что из-за закрытой двери комнаты переговоров доносились какие-то, значит... нажатие на клавиши рояля, потом стук крышки и громкий крик Зеленского. Ну, намек на вот это вот знаменитое. Нет, еще все шуточку позволил. Так вальяжно себя выглядит президент Соединенных Штатов. Сказал, он сегодня приоделся. Я не видел, в чем он там. В килогрейке? В той же майке, по-моему. В той же майке, да. Да, он действительно показал кулак, а мне потом понравилось. Я сейчас, сказать, посмотрел вот в нашем ТГ-канале, и он, значит, вот показал кулак, а потом, значит, посмотрел на Зеленского, и так его, как будто он директор школы, а это, значит, какой-то хулиган, там, разбил окно, так его в кабинет к себе, да, тогда давай, заходи. Ну, так он и будет демонстрировать, в общем-то, свое отношение. В этом смысле, конечно, Трамп... То есть он его просто порит. Да, симпатичный. Играет жизнями миллионов людей и рискует развязать Третью мировую войну. Ну, вот этот же новый у нас, кто там, директор ЦРУ или нет, такой индус с такими горящими глазами, он же... Пател? Кэш Пател, да. Он же там прямо пишет, что этот чувак, значит, бегал, всех подначивал, что вот, значит, там ракета на Польшу упала, давайте, 5-ю статью, давайте теперь все вместе на Россию нападем. Потом оказалось, что ракета украинская, а этот чувак пытался нашими руками, в смысле, развязать Третью мировую войну, да его давайте вот просто, он когда на территорию США ступит, давайте его просто вот за это арестуем и хорошенечко допросим. А сейчас как раз поговорят, а может потом может быть, да, может ему ласты завернут, и все, и в кичу, в тюрячке посидеть. Хорошо бы было бы. Я знаю, что вы не выигрываете. Либо вы идете на сделку, либо вы выходите из нее. О как? Ну, в общем, либо одно, либо другое. Да. Тут логично. Я извиняюсь, да, что прервал. У нас уже времени 24 секунды осталось. Только вспомним то, что Трамп продлил санкции, и давайте не очаровываться, абсолютно, чтобы не разочаровываться. С другой стороны, а как он мог их не продлить? Андрей Бочаров, как он мог их не продлить? После новостей вернемся. Трамп Зеленскому: ваши проблемы начинаются прямо... Что происходит прямо сейчас? Представляете? Да. Это просто... Зеленский, значит, попытался чуть-чуть гавкнуть, говорит, этого документа недостаточно, вот про о минеральной сделке. Он все время намекает, что ему все должны гарантии безопасности. И, значит, еще сказал, Путин начал войну, он должен заплатить. Трамп ему говорит, я посередине, я и за Украину, и за Россию. В общем, Вы не в выгодной позиции, у вас нет карт на руках. Я не играю тут в карты. А еще до этого Зеленский пытался его убедить, Трампа я имею в виду, чтобы тот обещал прикрытие войскам, которые хотят ввести на Украину.
Ну, в смысле, Британия и со Франция. Страмером как раз об этом довольно долго говорили, о том, что Страмер, значит, изъявлял готовность и там и авиацию, и сухопутные какие-то части ввести на Украину, и спрашивал Трампа, вот, ну, мол, как вы поддержите? А Трамп, если помните, так с хихоньками сказал, а вы вот вообще одни-то выстоите против России? В зале смех. Это такая ремарка. Понятно, что не хочет. Вот человек просто, в смысле Трамп, не хочет он лезть в это, во все и там кого-то прикрывать. Вот он сейчас хочет свои деньги или обещания этих денег, или в виде минералов, я не знаю, там крышечек от бутылок, что там будет, забрать и просто из этого блудника выскочить из всего. И Европу оставит одну на один с вот этим чемоданом без ручки, небритым, играющим. Кстати, любопытно, что это публично все происходит. Я вот только что об этом подумал. Получается, это все специально решил Трамп выставить на публику? Или как? Вот то, что сейчас происходит. Вот мне нравится его одежда, я думаю, отличный парень. Зеленский старается не отставать, говорит Трампу, что ему тоже нравится этот парень. Я не знаю. Ну, в общем, это, конечно, не похоже на дипломатию, к которой мы там привыкли за всю свою жизнь. Но выглядит интересно. Зеленский сказал, что не готов регулировать конфликт, на что Трамп сказал, у вас заканчиваются солдаты. Ну, Трамп, напомню, переводится с английского языка. Нет. Трап, ловушка, а Трамп — это козырь. А, козырь. Козырь — наш мандат. Помните, это, как его, рожденной революции коронная фраза была, почему-то в школе ее постоянно употребляли. Вы не были в Украине, огрызнулся Зеленский. Ах, еще надо туда поехать? Ну да. Начинают почти срываться на крик. Да, вот это может быть, вот такое вместо нас надо просто это включать и сидеть хохотать, как Зеленский огрызается. Ну, впервые такое вижу. Ну, его же там дома просто вот на тоже... Ну, с чем ты приехал домой? Ты обещал, значит, какую-то вот безопасность, сделку в НАТО, в ЕС. С чем ты приехал? Отдал половину недр, если не все. Ну, вот он и пытается злиться как-то. Да-да, он его отчитывает, прям видно, как он ему пальцем указывает. Ну, очень любопытно. Мы вам дали 350 миллиардов. Если бы не было нашего оружия, все бы закончилось за 2 недели. Скажите спасибо, у вас нет карт на руках, да. Цитирует Трампа. Так, давайте вернемся к каким-то философским, значит, этим рассуждениям про того же Джеффри Сакса, вспомним, который просто Европе рекомендует отдельно договариваться. Ну, видите, как развернулось все. США вас просто, Европу просто презирают, потому что у вас нет ни своей какой-то позиции, ни какого-то лидера, который бы мог за всех говорить. Так что в интересные времена живем. В то же самое время, вот если вы заметили, наши слушатели и зрители, что Трамп отказывается иметь дела с брюссельской бюрократией. То есть вот он ни эту Урсулу фон дер Ляйен вообще никак ни во что не ставит, на ее какие-то знаки внимания не отвечает. И смешной был на днях случай, когда Кая Каллас приехала в Вашингтон поговорить с госсекретарем Рубио, а тот, значит, сказал, что у его сына там что-то, я не знаю, там баскетбольный матч в школе, и, значит, ему некогда. И она там бегала где-то, и непонятно, и что... Дуда там стоял у дверей 1,5 часа. 1,5 часа, да, потом за 2... Я вот не понимаю, если честно, что происходит. Это еще как-то надо будет осознать. Но ближе вот чем вот свои же по НАТО, эти, как их, союзники, вот почему он такую меру презрения к ним применяет, вот Зеленский? Может, потому что они все за, как говорят молодежь, топила за Камалу Харрис, за Байдена и так далее, нет? Ну, вот не знаю, если честно. Он же на прошлом сроке тоже так, достаточно как-то так... с презрением тоже к ним относился и угрожал и там распуском НАТО, и вообще всем. И вообще, то есть считает их нахлебниками. Они у него оружие покупают, а
он как-то так... Не знаю, куда это все вырулит, но действительно, наверное, в Европе надо иметь какую-то теперь свою и армию отдельно. Отдельно есть, наверное, в патологической психиатрии, наверное, отдельный нужно заводить курс по украинским политологам, которые вот просто любую новость могут повернуть так, что... просто видел какого-то политолога, который просто радостный, говорит, так все же хорошо, смотрите, как все получается. Значит, теперь Европа вынуждена будет иметь свою армию. А где у нас армия есть вот такая, чтобы уже все с ружом, значит, все там в окопах сидели? Да, на Украине есть армия. Так что мы тут только выиграли все. Значит, Европа, он прямо вот говорит, теперь Европы дело давать деньги, а армия, значит, у нас. И вот мы будем противостоять Москве и так далее. То есть он даже не вспомнил, что есть такое выражение, если не можешь кормить свою армию, то будешь кормить чужую. И что Европа будет вот почему-то давать деньги. Она дает уже 3 года украинской армии деньги, оружие, и, собственно, что мы видим? То есть там воровство на укреплениях, в общем-то, неудачи на фронте, несмотря там на какое-то... вроде говорят, там они сражаются как-то там неплохо, эти украинцы, я не специалист. Но как-то... для себя нанимать украинскую армию, у людей вообще ничего не осталось. Швейцарцев уже нанимали, они до сих пор Папу Римского охраняют. Такие красивые, они возле Ватикана стоят, вот с этих в оранжево-фиолетовых таких вот этих, как в шаровидных шортах, такие высокие все стоят, да. Мимо них не пройдешь, я там... Кстати, любопытно, я, когда в Австралии был, на Олимпиаду ездил в 2000 году, да, там вот... те, кто проверял и обеспечивал безопасность в аэропорту, это были сикхи, судя по всему. То есть это здоровые мужики, то есть по виду индусы, в Индии очень много национальностей живет. Да, это просто... Вот, значит, все ростом за 2 метра и в челмах. Наверное. И это впечатляло, конечно, вот. То есть украинцы теперь будут сикхи, да, такие, да. С чубами... в шароварах охранять, я не знаю, там банки какие-нибудь или Макдональдс. Зеленский еще с Венцем поругался. Вот. То есть он сидит на них, тявкает, и уже, может, наверное, понятно, чем это все кончится. Или он уже понял и от отчаяния просто сидит хотя бы там, чтобы не обтекать, что-то там делает вид из себя. А вернется-то героем, нет? Не знаю. Будут на руках носить, скажут, вот самого Трампа там на место поставил, и Венца заодно. Погружаться в их психиатрию, в их политологию, в их новости, это просто опасно для ментального здоровья. Там такие умозаключения, что лучше просто это не трогать. Вернется герой, молодец. Нам-то что? Нам вот... Я, кстати, видел какой-то украинский канал, тоже не нарезка, конечно, а кусочек. И сидит девушка, новостница, и рассказывает, что они зашли в Брянск уже сейчас. Да. Вот так вот. Они, да, совершенно. Там то, что Китай каждые 15 минут, в общем, переходит на сторону Украины, это просто вот какой-то человек в Телеграм каком-то канале, я не помню, он просто вот эти тамбнейлы, в общем, эти с Ютуба вот эти маленькие картинки, он просто их постит там каждые 15 минут, значит, все почалось, и там значит, нож в спину Путину. Он просто вот идет это все лента, и уже никто внимания не обращает. Это странный феномен. Изучать будут. Я вспомнил, что вот в самом начале СВО у меня еще не забанили тогда в социальной сети, проклятой навеки вечной и признанной у нас террористической экстремистской Facebook. У меня было такое развлечение. Я прям вот честно писал, что, значит, нацисты, вот в комменты к этому посту кидайте свои фейки. Как их 200 штук наберется, я этот пост снесу и следующий буду заводить. И мне вот 200, вот я их даже не читал, это все, этот бред просто. Я видел вот по счетчику, 200 набралось. Сносил и писал там пост номер 2, вот и с тем же текстом. Вот 39 таких вот постов. Так что, если они друг другу вот хотят в голову вот этой гадостью наливать, то пусть. Давайте чуть-чуть отвлечемся, пока там Зеленский лает на Венса с Трампом. Вспомним о
таком еще фейке интересном, как демократия в Европе. Вот демократия в Европе у нас проявляется в виде румынских выборов, где, если помните, такой был Георгеску, почему-то его Джорджеску называют, ну, видимо, это обратный перевод с каких-то англоязычных сайтов. Вот этот Георгеску занял у первое... них футболиста был такой, если я правильно помню. Георгеску, да? Джорджеску. Джорджеску. А может быть, кстати, да, я в этом вполне возможно. Забивал огромное количество голов, но не считался лучшим бомбардиром Европы, потому что чемпионат был слабый. Вот, и все. Он там 50 мячей, 40 мячей. Такой был. А вот Румыния, во-первых, вот мы уже упоминали, что там стоят ракеты, а Румыния сейчас играет огромную роль в поставках всего-всего на Украину, потому что там вот эта сухопутная граница, и мы так не смогли этот мостик раздолбить, который... Ну, в общем, это такой транспортный ход. Румыния, кстати, сказала, что не, мы миротворцев на Украину ни на какую, значит, не будем. Помнят, видимо, Сталинград, и помнят, видимо, как их там в Одессе во Вторую мировую, в Отечественную нашу, значит, щемили. Но вот как бы хабом готовы стать. То есть вот вы приезжаете со своими деньгами. В общем, страна не очень богатая. Наверняка наши слушатели в курсе вот этой всей истории про Георгеску, которого вот на прошлой неделе, по-моему, арестовали. Уже человек ехал там подписи сдавать в этот их избирательный участок или там Центральную избирательную комиссию, его, значит, закрутили ласты, и дальше мне просто очень понравилось, что его обвинили, значит, в работе на российскую разведку, обвинили в том, короче, вот все обвинения, что вот свергнуть демократию хочет, очень много обвинений в разных формах, то, что он какие-то нарративы фашистские, ксенофобские, у них еще есть ромофобия. Знаете, что это такое? Ну, они же, это же Цыган, да, когда не любят у них там много цыган, вот ромофобия, ксенофобия, юдофобия, значит, все это ему навесили, и дальше мне просто понравилась формулировка. В связи с тяжестью обвинений, они еще не доказаны, в связи вот с тяжестью этих обвинений считаем, что он должен сидеть под домашним арестом 60 дней или сколько там осталось до выборов и вообще не высовываться в соцсети. Вот так вот работает, значит, судебная система. Вывалить все обвинения не доказаны, но в связи с их тяжестью уже человека там наказать и практически снять с гонки президентской. Я про Румынию вспомнил, что недавно, неважно, я как-то там зацепился за слово «адмирал Ионеску» и что-то так подумал, слушайте, Антонеску. Адмирал Антонеску, и подумал, какой адмирал? Где вот вообще этот румынский знаменитый флот, линкоры, там, крейсеры, что такое? И полез просто смотреть, чего он адмирал. И быстренько прочитал про вот этот Железный легион, про союз Михаила Архангела, про то, как они, значит, там были... Ну, там история такая, что там были фашисты, роялисты больше, чем сам король. И когда... в связи со смертью старого короля, значит, у них там молодой король, 16-летний Михай, занял трон, это 40-й год, тут же пришли ребята, вот этот самый адмирал Антонеску, при поддержке Железного легиона, который бывший союз... Они занимались ритуальными убийствами евреев. Господи. Вот. И когда, значит, они позвали какого-то этого немецкого одного из фашистского генерала, типа там, приедьте, посмотрите, смотрите, вот мы там слышали, что вы евреев не любите, смотрите, что мы с ними делаем. Я не буду это описывать, но этот немецкий генерал вышел, его тошнило, и он сказал, ребят, давайте больше вот этого вот не надо. Все-таки у нас культура, а вы тут, значит, на свинобойне с людьми такое делаете. Да, вот ритуальные убийства евреев были, вот этот бухарестский погром, когда уже одних фашистов хотели свергнуть еще более крутые фашисты, еще более такие вот, ну, уже типа вот азовцев, вот этих украинских. Там есть очень много... аналогий с вот этого Железного легиона с полком Азов, запрещенного, видимо, на территории России, объявленного экстремистским, если это, что
Если что, я вот так вот, наверное, должен сказать об этом. Ну, в общем, конечно. История интересная, и вообще вот там про словаков интересно почитать, как эти вот маленькие страны, как они пытались, еще раз скажу, быть роялистами больше, чем сам король, пытались выслужиться перед Гитлером, показать, а мы вот так вот и так с этими евреями, уже эти самые нацисты уже с выпученными глазами на это смотрели, на все. Вот почему нет антисемитизма в Эстонии? Ну, то, что и решен. Потому что они быстро... Еврейский вопрос был варен. Они решили, вот такая теперь страна культурная, европейская, значит, толерантная. Нет евреев и нет... Кстати, я вспомнил тоже, пока там новая порция новостей про... Нет, там есть. Давайте, да. Смотрите. Давайте. Это вообще мне очень понравилось. Я могу сказать, мистер президент? Нет. Ты и так много всего сказал. Я такого не припомню, что президент одной страны, якобы, так сказать, руководителю другой что-то такое так говорил. И, значит, Трамп при Зеленском аудитории говорит, вы видите, как он ненавидит Путина? Мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью. У него огромная ненависть. Трампа Зеленского... Трамп... Зеленского спрашивает, а вообще у вас есть костюм? Вообще просто костюм там с галстуком, не знаю. Зеленский отвечает, да, у меня есть. Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль. То есть полное ощущение, что вызвали чувака. Причем там как было-то? То есть Трамп, даже не посоветовавшись с их офисом президента на Украине, они же так важно называют офис президента, он просто сказал, он в пятницу приедет и подпишем. Те уже были вынуждены подверстать все. Вот. А что, надо, вот шеф вызывает на ковер. И он, видимо, вызвал его, чтобы полностью унизить и уничтожить. Знаете, у вас вообще есть костюм, а ботинки другие. Вот. Да, он же такие ходит, каких-то типа берцы такие. Да, такой воюватый такой чувак. Ну, в общем, история-то, честно говоря, мне кажется, что на этом не закончится. Мы еще долго будем в этом. Говорят, у Украины есть примерно еще на полгода вооружений. Ну, хватит ли у них духа воевать? И... вот говорят, оружие еще на полгода. Там, вот как вы думаете, что вот сейчас Трамп скажет, все, мы больше с ними никак ничего не посылаем? После этого, наверное, что-то скажут, хотя не знаю. Сколько они продержатся? Украинцы. Я же не военный эксперт. Пока держится, но фронт не рушится. Вот это факт. Мне такое ощущение, что нам и не надо, чтобы он рушился. Может быть. Ну, нам же надо как бы восстановить контроль над своими конституционными территориями. Ну, тоже, наверное, если беречь жизни и рассчитывать это дипломатическим путем, что там сильно рваться, наступающие, насколько я помню, должны там 7-кратное преимущество иметь во всем. Чтобы... Сколько людей пытались прочитать Владимира Владимировича, и сколько людей в этом ошибались. А мне кажется, вот прям уже за 25 лет существует целый класс людей, которые вот объясняют на радио, на разных стримах, что в голове у Путина. Вот прям включаешь какого-нибудь, и он тебе рассказывает, что вот. А на самом деле Путин вот это думает, и вот это. И Европа этим же заразилась. Они же вот все обсуждают, что теперь на нас нападут, теперь вот, значит, после Украины они пойдут на... Эстонию и Латвию. Как Сакс, да, подумайте, говорит, Россия не собирается на вас. Да, мощный. На меня впечатление произвел, хотя его и не первый раз слушаю, всегда он очень аргументированно и убедительно говорит. Я хотел напомнить, что есть натовский план войны с Россией, по которому всю эту Прибалтику просто российская армия вот просто за первые 2 недели сносит в море. Просто там останется такой строительный мусор. И обратное по этому плану отвоевание Прибалтики только через полгода. Ну, вот по планам НАТО, если, значит, Россия начнет войну, то вот будет так. Сначала, значит, всю эту Прибалтику уничтожаем, а потом мы ее через полгода отвоюем. Вот люди, которые там сидят, политики, они... Это не российская пропаганда, это их же планы НАТО, по которым там в первые минуты их уничтожают. Ну, сидели бы, не тявкали, вот, правда. Тот же Джеффри Сакс говорит, 25% населения в Эстонии русские.
не просто русскоязычные, а русские. Ну, что вы вот эти нацистские языковые законы там, зачем вы злите огромного соседа по сравнению с вами? Где в этом какой-то здравый смысл или логика какая-то? Ну, логика-то есть, типа, да, они испугаются, нас не... Кстати, у него тоже про это есть. Они думали, что Путин испугается, что Россия, ну, там где-то серединки. Ага. Что не полезет. Ну, был такой, да. А для этого надо как-то собираться лезть или еще что-то. Вот мне кажется, что все это... Вот полная аналогия, что это собачки, которые бегут впереди хозяина и там и лают просто громче всего. Ну, а теперь же вот та же Кая Каллас, по-моему, везде перепащивает, что она сказала, что мы очень боимся России. Ну, очень боимся теперь России. Нагавкали, теперь, значит, и боятся. А этот кусок замечательный совершенно, как он с Салливаном разговаривал целый час. Я его пропустил, потому что то есть тут промотал, потому что я его в прошлый раз вот в сентябре смотрел, и сейчас уже забыл какие-то... И Салливан ему говорит, НАТО, он не будет на Украине. Это 2008 год, да? И нет, Салливан это вот сейчас. 22-го, уже начало 22-го. И Сакс говорит, ну, скажите об этом. Говорит, публично нельзя. Да. Почему? Ну, видимо, какой-то... Вот я говорю, что... Почему я вспоминаю вот эту статью, эту Мадлен Олбрайт. Ей же, да, по-моему, приписывают вот эти слова, что... Типа Россия слишком большая. Ну, это не доказано. Но вот я своими глазами читал, надеюсь, там переводчики тогда, я в русском варианте читал, точно перевели. Совершенно спокойно она, значит, рассуждала, как мы будем вымирать, а те, кто останутся, это вот будет просто обслуживающие трубу или другие какие-то ямы с углем или чем-то еще им нужным населению. Я напомню, что у Гитлера был план относительно славян, примерно такой же. То есть, во-первых, их выгнать всех из городов. Уже у них была эта практика как раз в Прибалтике. Ни в Ригу, там, вот, ни в Таллин не пускали местное население. То есть там человек с телегой приехал, дров там или не знаю чего, там, он там сено привез, он до заката солнца должен, латыш или эстонец, он должен оттуда уехать. Их, считали где-то так, около животных. Гитлер тоже вот там сказал, слушайте, их сколько-то там, я не помню, сколько нас миллионов было, там больше 100, то есть никакого оружия и людской психики не хватит, значит, это всех, значит, уничтожать. Мы их просто выселим из городов, уберем у них любые даже атрибуты или просто какие-то намеки на государственность, на какую-то полицейскую, медицинскую, доставку продуктов и еще чего-то систему. Они тут же одичают и будут там, значит, друг друга грызть, и это уже там типа... наша совесть не будет мучить, сами друг друга, значит... Для завершения, Трамп Зеленскому, глупый президент. То ли это было обращение к нему, то ли американский лидер так Байден ругал заранее выданные Киеву огромные деньги. В криках собеседников, споре на повышенных тонах разобрать сложно. Андрей Бочаров.